Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на декабрь уходящего 2023 года. Присаживайтесь, мои дорогие, буду рассказывать. Да, дорогие тельцы, месяц декабрь, вот мы и добрались. Последний месяц уходящего календарного года, месяц, когда нужно подводить итоги, месяц, когда необходимо понимать, что мы сделали, что мы не сделали, почему мы не сделали и почему мы хотим то, что у нас до сих пор не получилось. Да? Сложный месяц для осознания, месяц, я не назову, что очень продуктивный, но если вы будете стараться, у вас есть все шансы изменить ситуацию. Как говорится, было бы желание. Итак, первая неделя декабря. Мощно, агрессивно давящее настроение, которое будет выходить, выбивать из колеи, я бы сказала, да, выходить даже из-под контроля иногда. Захочется, естественно, перекинуть все на личную жизнь, сделать кого-то виноватым. В работе, да, в работе будет получаться сложно, с финансами будет получаться сложно, будет приходить ощущение, что все-таки в этом году придется завершить год не так, как хотелось и ожидалось. Отсюда будет вот такая напряженная обстановка, да, с прибылью, напряженная обстановка в коллективе, поэтому здесь, мои дорогие, запаситесь терпением, терпение лучший друг, как говорится, да, поэтому первая неделя декабря сложноватая с прибылью, сложноватая с международными проектами, сложноватая с творчеством. Будет такое ощущение, будто все вокруг тормозят и а желание у вас будет прям пробороздить, да, эту неделю. Вторая неделя декабря будет полегче. И если же, конечно же, вы не начнете всем предъявлять претензии, потому что сложно будет с пиаром, с рекламой, проекты образовательные, да, проекты обучающие, они пойдут работать, я бы так сказала, совершенно в другом направлении, да, будет получаться не так, как хотелось, не так планировалось. Поэтому, если же здесь вы примете для себя, что ваш успех не обязательно должен прийти в эту неделю, в этом месяце или в этом году, тогда вы завершите этот год более радужнее, чем будет так казаться, да? Более спокойно, я бы сказала, потому что когда есть внутренняя вот эта заточка, что вот, я столько шла, столько вложила и не получилось, и вот здесь вот такое разочарование, да, то есть если вы не дадите себе разочароваться, то есть опустите эту планку, поймете, что успех может опоздать и прийти в следующем году, тогда будет хорошо. Потому что планета, отвечающая за успех, разворачивается в конце декабря, да, Юпитер разворачивается, я бы так сказала, и успех, и удача, да, будут на нашей стороне, но это уже будет январь 2024 года, да, в декабре вот так. И естественно, к моменту разворота Юпитера у нас будут эмоции такие, конечно же, мы ожидаем, мы вкладывали много, мы хотим много, и, конечно, у нас будет нарастать такая претензия, да, но почему? Вот столько же сделано, и почему нет результата? Результат будет позже, да, вот этот факт необходимо признать, и тогда, я бы так сказала, спадут все вот такие резкие нападки, претензий к окружающим, потому что, да, когда такая идет сильная нереализованность, всегда идут претензии к окружающим, да, портятся отношения, крыжатся контакты, да, стираются контакты, удаляются с телефонной книги, все, мы больше не друзья, но вот такого не делайте, пожалуйста, потому что придет осознание, придет январь, начнет получаться, вы скажете, боже мой, что случилось? Не потеряйте всех близких по пути, да, вы успеете заработать тех денег, которые вы хотите, они у вас будут, но не сейчас, но не стоит из-за этого
терять свое близкое окружение, уж тем более терять семью. То есть выключите вот эту тельцовскую меркантильность, да, не завышайте вот эту вот планку своих ожиданий. Бывает так, бывает. Вообще 2023 год это сложный год для понимания и вообще в принципе реализации, потому что год, который у одной половины тельцов прошел вот никакой, да, а вторая половина тельцов, они вот прям вот пахали, и на выходе мало кто получит результат. Сложный год. 2023 он такой пограничный, да, между 22-м и 24-м. И здесь, конечно же, кто затихарился, не потратил много сил, а те, кто что-то делали, потратили много сил и много опыта приобрели, но кроме опыта и навыков больше, пожалуй, ничего, да. И это-то и будет такое сложное осознание. Поэтому здесь подводите честно итоги года и понимайте, не обнуляйте свои действия, не завышайте планку и не говорите, вот сколько вложил и ничего не получилось. Как минимум есть опыт, как минимум есть понимание, как это работает. И как минимум в 2024 году, это я вам как астролог говорю, что это все пойдет дальше, это все пойдет в гору, но необходимо запастись терпением. Да, терпение наш конек, такой момент достаточно интересный, но без него никуда. Третья неделя декабря, не могу не сказать, новый лунный цикл, ретроградный Меркурий с 12-13 декабря. Казалось бы, воля наша усиливается, конец года, мы полны сил, перед праздниками активные, вот такие, подводим итоги, завершаем все свои дела, но ретроградный Меркурий внесет, я бы так сказала, ложку дегтя, поэтому будьте аккуратны с тем, что вы подписываете, понимайте, что вы делаете, что вы делаете зря, и лучше это отложить на январь. Тоже нормально, потому что год заканчивается, да, мы проводим все праздники, но вот наступает январь и как бы гонка по кругу, да, поэтому понимаете, все, что не получается сделать сегодня, отложите на завтра, на январь, да, поэтому, мои дорогие тельцы, еще раз вернусь к ретроградному Меркурию. Все доставки, поставки согласуйте до 12-13 декабря, потому что в эти даты начинает останавливаться, разворачиваться ретроградный Меркурий. Естественно, люди вокруг будут лагать, будет портиться не просто настроение, будет портиться работа, будет, естественно, омрачаться все доставки, все коммуникации, будет сбоить мелкая бытовая техника. Будьте аккуратны на дорогах. Двойная опасность, не просто ретроградный Меркурий, люди вокруг невнимательные, да, конец года, все торопятся, все хотят сделать быстро, прикладывают много сил и терпения, но не получается, да, от этого невнимательность, травмоопасные последняя неделя декабря, очень травмоопасная, поэтому здесь аккуратнее на дорогах, будьте внимательны в подписываемых документах, не сорите деньгами, отложите себе прям хорошую заначку, потому что неоднозначный будет 24 год, сделайте себе подарок приятное, отложите себе стопочку денег для того, чтобы потом были определенные интересные средства для маневров, да. Вот такой неоднозначный декабрь. Что касается личной жизни, личная жизнь, конечно же, у тельцов всегда страдает личная жизнь, когда в работе получается не так, как хотелось. И здесь, мои дорогие тельцы, не будьте столь требованы к партнерам, понимайте, что все, что у вас в жизни есть, как говорится, это то, что вы хотели, как говорится, а если чего-то нет, значит, не очень-то и хотелось. И здесь, мои дорогие, будьте честны перед собой, что если у вас этого нет, значит, не постарались вы, а не партнер. Как минимум, вы ему об этом не сказали, как минимум, вы сказали или не подумали сказать, что это настолько для вас важно, поэтому
выстроите качественную коммуникацию, но в ретроградный Меркурий, конечно, будет это сделать сложно. Понимайте, что пройдет это время, не ругайтесь. В начале 20-х чисел декабря в личной жизни будет такое ощущение: все, расстаюсь, хочу все бросить, деньга не приходит, личная жизнь, все плохо. Подождите, уже буквально 25-28 декабря все станет полегче. И за новогодний стол вы сядете в совершенно другом расположении духа, все станет хорошо, денежка будет и на праздник, и на подарок, и отношениями все будет хорошо. Момент временный. Иногда, когда разворачиваются планеты, когда они движутся медленно, как раз таки происходят вот эти истории, да. В конце декабря разворачивается Юпитер, и здесь, конечно же, не предъявляйте претензий к партнеру, потому что вы не достигли тех материальных благ, которые хотели, тех, о которых вы мечтали, не купили там себе запасную машину, квартиру и тому подобное, не отложили, да. Так бывает, просто так бывает. Еще раз говорю, дорогие тельцы, 2023 год – это год подграничный между 22 и 24. 24 год мы вступаем с вами в год, который всегда приносит очень много мировых событий, глобальных изменений. В 24 году у нас с вами еще будет разворачиваться Плутон, то есть он будет с одного знака переходить в другой, он будет это делать несколько раз, и мы заметим эти волнения, эти большие волнения, которые на вас, тельцы, тоже очень сильно влияют, потому что это очень влияет на финансовую мировую сферу, да, поэтому здесь, мои дорогие, пожалуйста, запаситесь терпением. И если вы отложите себе средства для того, чтобы у вас были они для маневра, для того, чтобы вам просто грели душу, когда вот все вокруг будет неоднозначно, будете знать, денежка есть, на что я куплю продукты, на что мне будет хорошо, и я закрою свои такие базовые потребности для того, чтобы хотя бы потом не волноваться, когда все будет неоднозначно. Поэтому, мои дорогие, любимые и красивые тельцы, подведите итоги этого года просто, без замысловатости, без чувства вины к себе, без оставления, вот не делайте виноватым своих партнеров, да, просто подведите их честно и просто, максимально честно. Да, нету сейчас того, чего хочется, но наметьте себе план и выстроите. И начинайте внедрять в 24-м, если вы до сих пор еще этого не сделали. Да, необходимо к этому идти. И вот ваш знак, вот это больше всего знает, медленно, но верно, да, по чуть-чуть, маленькими шагами, каждый день. Но если вы каждый день будете что-то делать, вы поймете, что оно идет туда, куда должно идти. Поэтому, мои дорогие тельцы, не завышайте планку требований к себе и к окружающим. Полегче, расслабьтесь. Да, запаситесь силами и терпениями для следующего года. 23-й он был неоднозначный, он был однозначно сложный, требовал много терпения, были великие ожидания, но этот год был необходим для того, чтобы укрепить наши тылы. И если вы до сих пор этого не сделали, укрепите свои тылы, ну вот как вот по-тельцовски, финансами. Отложите себе заначку, заначку от заначки, заначки от заначки и так далее, да? Для того, чтобы стало полегче. Как вы чувствуете, чтобы было в безопасности, так и действуйте, да? Поэтому пока действуем по старинке, в эру Водолея еще не пришли, но когда вступим в эру Водолея, вам, мои дорогие, будет немножко сложновато. Поэтому вот сейчас такие немножко поступательные движения в эту сторону. Дорогие мои любимые тельцы, это был ваш гороскоп на декабрь уходящего 2023 года. Спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас есть свои вопросы персональные, оставляйте их здесь в комментарии под этим видео, я на них обязательно отвечу. Оставляйте дату, время и обязательно место вашего рождения и четкий вопрос, ответ на который вы хотите получить, потому что, открывая вашу натальную карту, я вижу многие различные процессы, а вы, возможно, сфокусированы только на одном и хотите знать его результат. Рассказывать про все я могу очень долго, и, как правило, это часовые консультации лично. Поэтому, мои дорогие, спасибо, что были здесь. Я надеюсь, что была полезна. И увидимся с вами в следующем ролике.